Наконец-то мы приехали. Не нужно было соглашаться на эту поездку накануне своего дня рождения. Я работал в транспортной компании менеджером, ездил на различные склады за товаром. Сегодня срочно понадобилось привезти мягкую мебель. Клиент нервничал. Пришлось ехать на этот мебельный склад. Все бы ничего, если бы не спущенное колесо по дороге. Мы приехали слишком поздно, склад уже был закрыт. Хорошо, хоть сторож был на месте, здоровый мужик лет 40. Он назвался Петровичем, напоил нас горячим чаем с лимоном и предложил переночевать прямо на складе. А что, выбирайте любой диван и спите до самого утра. Благо вся мебель закрыта специальной пленкой. Только не курите внутри, а то мало ли что, потом не расплатитесь. Мой друг, Сашка, хотел остаться у себя в машине, но я его отговорил. Что ты будешь мучиться? На складе хоть нормально выспаться можно. С Сашкой мы работаем уже второй год. Быстро сдружились. Петрович ушел в свою каморку, показал, где туалет, и пожелал спокойной ночи. Я выбрал диван у стены, чем-то он мне приглянулся. Да и спать я люблю, чтобы с одной стороны было препятствие, как защита. Сам не знаю почему. Сашка лег спать в глубине мебельного склада. Меня это вполне устроило, я знаю, что он сильно храпит ночью. Это не первая наша совместная поездка, и я понимаю, что будет дальше. Я прилег на диван и задремал. Сплю очень чутко. Меня разбудил странный звук, который я сначала принял за Сашкин храп. Но звук был необычный, какой-то булькающий. Словно человеку льют воду в рот, а он захлебывается. И доносился звук не с той стороны, где спал Сашка. Он был слышен из каморки сторожа. Я встал, на складе была кромешная тьма. Хотя, когда мы ложились спать, горели фонари под потолком и на стенах склада. Я достал из кармана свой брелок с фонариком и посветил под ноги. Звук не исчез, только стал немного тише. Придется идти в каморку сторожа. Я осветил дорогу перед собой и пошел вперед. А вот и она. «Петрович, ты не спишь?» То, что я увидел при слабом свете фонарика с брелока, повергло меня в ужас. Петрович сидел на стуле посреди комнаты, запрокинув голову назад, а из перерезанного горла фонтаном била кровь. Я заорал изо всех сил и помчался назад на склад, чтобы найти Сашку. И нашел его. Сашка уже не храпел и не спал. Точнее, спал вечным сном. Он был мертв. Я это понял, когда увидел его отрезанную голову в целлофановом пакете рядом с телом. Дикий ужас овладел мною. Я моментально вспотел. Ноги стали ватными, руки затряслись от страха. Сзади послышались чьи-то шаги. Я обернулся и посветил фонариком, весь дрожа от напряжения. И тут я увидел его. Напротив меня стоял человек. Он держал в руках небольшой топорик для рубки мяса. С лезвия топорика капала кровь. Я посветил ему в лицо. На нем была надета хоккейная маска, как у маньяка Джейсона из фильма «Пятница 13-я». Я был в ступоре, не мог двинуться с места. Просто стоял и смотрел, как человек в маске медленно приближается ко мне. Затем в глазах у меня потемнело, и я рухнул на пол. Очнулся уже от запаха нашатыря. Я лежал на диване, на меня смотрел человек в маске клоуна. Увидев, что я очнулся, он пошел к дивану, где лежал Сашка без головы. С моего места было видно, что там стоит тот, второй, с топориком. Они о чем-то поговорили, затем стащили тело Сашки на пленку, расстеленную на полу. На складе был включен один фонарь. С трудом можно было различить фигуры. Я увидел, как начали рубить на куски Сашкино тело и складывать отрубленное в специальные черные мешки. Было плохо видно, что именно они делают. Но эти звуки топора я никогда не забуду в своей жизни. «Все, хватит!» – услышал я голос. Эти двое направились в мою сторону. «Пойду в каморку схожу, у Петровича есть бензопила», – сказал клоун. «Быстрее дело пойдет».
И он засмеялся. Человек в маске клоуна ушел и быстро вернулся с большой коробкой. Он наклонился над ней и что-то достал, стоя ко мне спиной. «Включаю!» Внезапно весь мебельный склад озарился ярким светом. Зажглись светильники на потолке. Я зажмурил глаза. «С днем рождения!» Человек в маске клоуна держал бутылку шампанского. У второго в руках был торт. Затем они сняли маски. Это были Петрович и Сашка. Я не могу описать те чувства, которые тогда испытал. Не хватит слов. Но то, что в тот момент я заново родился, это точно. И поздравление пришлось как нельзя кстати. Уже позже я узнал, что Сашка знает Петровича много лет. Знал друг и о моих жалобах на скучные дни рождения. Я всегда хотел чего-нибудь нового, необычного, чтобы было не так, как всегда. Сашка знал, что я люблю смотреть фильмы ужасов. Он заранее договорился с Петровичем, что мы приедем поздно на склад. Помните спущенное колесо на дороге? Сторож приготовил чай со снотворным и спрятал манекены в каморке. Была приготовлена и отрезанная голова. В темноте, когда плохо видно, хорошо работает воображение. Нужно только направить его в нужное русло. Тем более тем, кто любит фильмы ужасов, как я. Осталось хорошенько меня напугать, чтобы я надолго запомнил этот день рождения на всю жизнь. Я его хорошо запомнил. С транспортной компании я уволился. Теперь по ночам мне часто снится мебельный склад и отрезанная голова в целлофановом пакете. С Сашкой я по-прежнему общаюсь. От него я и узнал, что на мое место взяли молодого парня. Зовут Сергеем. И у него ровно через неделю день рождения. Сашка говорит, что он обожает ужастики, как и я. Правда, я их перестал смотреть после того случая. И Сашка хочет разыграть Сергея. Я решил заглянуть на бывшую работу, чтобы увидеть своего сменщика. Сергей оказался веселым парнем. Нас познакомил Сашка. Поговорили про фильмы, про работу. Потом Сашка отлучился по своим делам. И Сергей сказал, что знает о том случае на мебельном складе. Земля слухами полнится. Но об этом не знает Сашка. И он, наверное, захочет его разыграть на мебельном складе. Но Сергей его сам разыграет и снимет все на телефон. Только это секрет. Мы обменялись номерами телефонов, чтобы я знал, как все пройдет. Прошла неделя. В 2 часа ночи меня разбудил телефонный звонок. Перепуганный голос в трубке. Это Серега. «Что случилось? Ты не поверишь. Тут такое. Мне страшно. Я все снял на другой телефон. Он спрятал в синем диване, сразу у входа в склад. Если что...» Разговор оборвался. Пошли короткие гудки. Я перезвонил. Абонент недоступен. Ладно, надо будет сам перезвонит. Надоели эти дурацкие розыгрыши. Я лег спать. Утром я снова набрал Сергея. Абонент недоступен. Тогда позвонил Сашке. Такая же ерунда. Ладно, пусть сами звонят. Через несколько часов я узнал о страшной трагедии, произошедшей ночью на мебельном складе. Сообщила знакомая женщина с бывшей работы. Утром на склад приехала машина загружаться. Склад был открыт. В каморке сторож с перерезанным горлом. На складе Сашка на диване с отрезанной головой. Море крови на полу. А в глубине склада валяется бензопила. И все, что осталось от Сергея. Вызвали полицию. Она нашла телефон в диване. Кто-то его туда спрятал. Звонок услышали и нашли. А в телефоне видео, как люди в масках напали на Сашку. Один в маске клоуна, у другого маска, как у хоккейного вратаря. А потом снято то, что они сделали с Сергеем. Я был в шоке от услышанного. Жалко ребят. Теперь главное, чтобы меня не вычислили. Я же разговаривал с Серегой. В дверь позвонили. Я подошел и посмотрел в дверной глазок. На площадке стоял человек в маске клоуна. Он приветливо помахал рукой и отошел в сторону. За ним был другой, в хоккейной маске. Я понял, что мои дни сочтены, и я долго не проживу. Осталось надеяться,
что меня просто разыгрывают. Хотя до дня рождения почти год.